И сегодня у нас шестая часть прохождения Ведьмак Дикая Охота. Ну, с различными дополнениями. У нас пока народ тут собирается, мы поднастроим немножечко трансляцию. Так что, если вы смотрите сейчас на записи, перемотайте чуть-чуть вперед. Там начнется все самое интересное и актуальненькое. Там мы продолжим выполнять миссию Кровавого Барона и решать его судьбу. Также советую всем наливать чаечек, доставать печеньки. Сегодня у нас такое хорошее настроение. Сегодня у нас все будет отлично. Да. Так. Обожаю теплый какао, дорогие друзья. Очень-очень освежает, в принципе. И очень вкусно. Так, качество соединения отличное. Да, вот. Тут еще вот тут поднастроим. Скорость. Угу. Чтобы видео от стрима не отставало. А то бывает такое. Начнешь и все, потом он съезжает потихонечку. Так. Ну вот, в принципе, уже и хорошо. Еще вот тут вот так вот отключить. Угу. И вообще будет конфетка. Спасибо нашему модеру. Модер у нас вообще все в оперативном порядке делает. Да, всех приветствую. Потихонечку пока собираемся, настраиваем все, что можно. Так, давайте. Тут нам небольшую такую предысторию пока рассказывают, тоже продолжим все свои делишки. Вот вы собрались передо мной. Не эту предысторию, мы это уже видели. Да, к игре. В Велене ведьмак должен был встретиться с нильфгардским агентом по имени Гендрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о Цири. Однако Геральт не смог добраться до Гендрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, Кровавого Барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Про ведьму, кстати, да, нам надо будет про нее узнать. Что-то интересное, наверное, какой-то сюжетец опять же будет. Или поворот. Наливайте чаечек. Доставайте печеньки. У нас продолжение. Приветствую. Сегодня снова ведьмачела и опять ничья в вопросе.
Я просто удивляюсь, как так получается, честно. Добрый вечер, Зет. Добрый, да. Всем привет, дорогие друзья. В вопросе как-то второй раз уже получается, что опять ничья. Любите вы ставить перед трудным выбором бедного меня? Да. Бедного Кроу. Всех приветствую, да. Вот мы только собираемся и начинаем. Настроечки вроде мы все сделали. Так, если вспомнить, то получается. Мы в прошлой серии продолжали задание сюжетное с Кровавым Бароном. Да, там его ребенка превратили в духозащитника, получается. Набили ему морду. А это не хухры-мохры деду-то морду набить. И вот сейчас, получается, мы ищем его дочь и жену. Они у нас на карте помечены где-то на определенном месте, да, в определенной черте города. И как мы планировали, сначала поговорим с бароном. Потом у нас продолжение этой сюжетки будет в городе, и мы поедем туда, да. Легко, народу мало, вот и голосования такие. Ну, даже с малым количеством народа, я думаю, плюс-минус один голос бы зарешал бы. Да. Проиграли ему пару раз в карты. Это тоже, да. Мы его до сих пор, в карты не выиграли. Вот самый запоминающийся фейл, когда он на прям выигрышной катке использовал карту казнь, да. Это вообще было очень грустно и обидно. За вас, дорогие друзья, теплый какао, да. Не договаривает стример некоторых моментов. Стримеру немножечко при воспоминании этих моментов грустненько, да. А мы вспоминаем только хорошие моменты, веселые. Так, что у нас получается? Я не продолжил, да. Получается, мы набили рожу каким-то 3 упырям, 4, забываю, да. Одного мы вызвали на дуэль, точнее, он вызвал нас. Набили ему морду оружием, он убежал позорно. А потом мы поучаствовали в турнирчике, в этом турнирчике. У нас получилось так, что мы победили всех без особых проблем, заработали деньжат. И сейчас у нас продолжение сюжетной ветки с бароном. Той самой. Так, закупись карточками и победишь. Обязательно и в будущем, когда у нас будет много бабок. Ну или не будет, но будет много карт. Хватит ли бабу раз в неделю лупить? Вот опять тут эти всякие нехорошие люди рассуждают на нехорошие темы, да. Всем еще раз привет. А мы продолжаем. Пошла. Как я понимаю, перед нами в будущем еще предстоит решение, сохраним ли мы жизнь барону. Да. То есть сегодня у нас будет вот такое вот непростое решение. Ну давай, лошадочка, ты чего? Там есть квест с карточным турниром. Его нельзя переиграть будет. Ага. Надо 3 раза подряд выиграть сильных чуваков. Сохранимся, значит, перед этим. И будем переигрывать, пока у нас не получится. Потому что никаких каких-то рамок себе в этом прохождении я не ставил. То есть первое прохождение, она лайтовая. Ну как лайтовая? Хардкорная в плане сложности, так как играем на последнем. Но каких-то определенных ограничений наподобие играем только с арбалетом, не используем зелья или там руны не ставилось. Ну блин, лошадочка. Плотва любимая. Пошла. Все, давай. Тут стой тогда, водичку пей. Да, не ставилось никаких рамок. Здесь мы просто проходим мир, понимаем его, в принципе, все многообразие, все механики и просто все нам чужды, точнее мне, до этого проблемки. Так, тебе такое решение не дадут. Не дадут, а как так? А как же мы определим его судьбу, или кто его определит судьбу? Ай, ну ладно, узнаем все в будущем.
наверное, по окончанию этого сюжета. Эй, белоголовый! Выживет он или нет, зависит от твоих действий и решений. Но косвенно, напрямую, ты не решишь, жить ему или умереть. Ага. Ну, вроде. Я каких-то особо деликатных тем наподобие прирешать его или как-то вроде не затрагивал. Давайте сохранимся. Да. Может, конечно, мы сейчас вот, как я понимаю, поговорим вот с этим сержантом. Он такой... Ну, ты понимаешь, ведьмак, у нас тут завелся какой-то неподконтрольный нам барончик, его надо бы как бы решать. Давай ты как бы вмешиваться не будешь, а мы сделаем дела по-быстрому. Вот, типа, наверное, такого что-нибудь. Ты еще можешь всех подряд в карты выиграть и так становиться сильнее. Что? Ты имеешь в виду выигрывать подряд всех, в принципе, всех торгашей, всех, например, от того же самого барона. И как мы станем сильнее? Просто получаем с них карты. Но мы получаем карты, даже если проигрываем какую-нибудь партию просто и теряем деньги. Да. Ведьмак, можно тебя на минуточку? Ну, можно. Давай послушаем. Всех подряд. Ты, как я понимаю, имеешь просто, выиграв у каждого, мы получаем какие-нибудь бонусные карты или деньги, и на них уже улучшаем себя и становимся сильнее. Да. Всех торгашей, всех кузнецов, торговцев и многих других персов ты выиграешь и получишь за это карты. Да, я это понял. Понял, спасибо за объяснение. Мы вроде даже какую-то карточку получали в имперском замке. Да, нам что-то там дали за победу над чувачком. Да. В чем дело? У меня нет времени. Давайте спросим, в чем дело. В чем дело? Что вы делали с бароном в ту ночь, когда он велел всем в домах закрыться? Спроси об этом барона. Кстати, где он? Все время сидит в саду. Пьяный? Нет, ничего не ест. Ё-моё. Ничего не пьет. Вот не ест, это плохо. Просто сидит У него, там. конечно, есть определенная прослоечка жира, которая... Спасибо, мадам, что вы кашляете прямо в нашу сторону, которая на время даст ему сил сразиться с сержантом за титул чемпиона ВЛН. Что? Это продолжение, да, у нас получается прошлой нашей темы с боями. А это очень интересно даже. Интересно, давайте сохранимся. Потому что я думаю, мы продолжаем сюжет барона. Нам про него как раз и сказали. О, как я вовремя. Здорово, инквизитор. Приветствую, да, тебя. Как всегда вовремя. Вот, недавно начали. Да. Пока делали предысторию. Здорово, Лот, здорово. Здорово. Да, всех приветствую. У нас сейчас какой-то бой интересный будет с сержантом. Тебе здесь делать нечего. А сержанта у нас тут задание висит, не? Можете просто морду бить начать. А может, не надо. Давайте посмотрим, что у нас вообще есть по предметам. У нас что-то там было поломано, сломано. Ага. Ну, в принципе, топор еще живой, но починить его, в принципе, можно, да. Штанцы тут не особо подранные. Комбез подрал сильно. Починим. Еще тут есть различные виды оружия у нас интересные. Палица. Плюс 28 ударного урона. Это, в принципе, ударный урон у нас относится к чему? Просто к урону, что ли? Если да, то у нас от скольки? От 50 или 60 урона тут будет, да. Ну, где-то до 70. Кажется, странная фигня какая-то, ладно. Ладно, оставим на потом. Надо все виды оружия будет потестить. Тебе здесь делать Ну, нечего. не хочешь и не надо. Да.
Давайте, что у нас? Кулаки ярости, дикое сердце, где? Кулаки ярости. Сразиться. Да, вот это дикое сердце. Защитник веры, Гвинт, сказочки, что? А где задание от барона? Я не понял. Ведьмачьи заказы. Кликатун. Основные. Да, вот они. Охота на ведьму. Дела семейные. Поговорить с бароном и его семьей. О его семье, точнее. Найти Тамару, дочь барона в Оксенфурте. Пошлите поговорим с бароном. Он в саду как раз там челит. Как монах предается очищению организма. Полезно, кстати, бывает. Бутылки пустые, скорее всего, от барона. Травки, муравки различные. Да. О, письмецо есть. Давайте почитаем. Любовное письмо. Дорогой мой, я вздохнула с облегчением, получив твое письмо. Я так рада, что твои раны быстро заживают. Представляю, как тебя раздражает необходимость провести еще несколько недель в лазарете. Но я счастлива, что ты не будешь подвергать себя опасности в бою. Тамара растет с каждым днем, уже становится на ножки. Если держится за что-нибудь, но стоит пока еще не твердо. За ней теперь глаз да глаз, только отвернешься. Она карабкается на стол и хватает все, до чего можно дотянуться ручками. Недавно чуть не опрокинула на себя горячий суп, ё-моё. Думаю, придется мне взять в помощницы дочку мельника, а то, боюсь, однажды не угляжу за Тамарой. Особенно сейчас, когда мне приходится в одиночку управляться со всем хозяйством. Дорогой Филипп, я безумно по тебе скучаю и ежедневно молюсь Милителе о здоровье для тебя и нашей дочурки. Надеюсь, эта ужасная война скоро закончится. Люблю тебя. Твоя навеки, Анна. Тут он, как видим, предается воспоминаниям, да, когда он был молодой, красивый, удалой. Жену не обижал, дочка росла маленькая, да. Мы требуем второй кризис и годик сразу. Неплохо, я тоже за такой вариант. Бунт в чатике. Я там приписку сделал. Стример, на усмотрение стримера. Выбор. Ну, игра, которая будет первой. Там, посмотрим. А следующая, ну, которая проиграет, соответственно, или которая, как бы выразиться точнее, будет позже. Увидите, короче, все там. Я даже знаю, как я осуществлю эту ничью. Точнее, выберу из этих двух игр. Но осмотрение стримера будет The Witness. Головоломки тут нам модер подкидывает. Да, вчера с ним разбирались, что у нас есть из-за различных таких прикольных игр с сюжетом, различными такими моментиками на подумать. Да, есть парочка вариантов, есть. Так что все впереди у нас. О, мы увидим страдания. Даешь сломанную голову. 3 игры мы проходим, получается, на стримах. А 4-я игра вот выберется в вопросе. Да, выберется в вопросе. И 5-я игра, она делается по видосикам. Ну, вообще жесть какая-то, вот честно. Так что, кстати, в субботу стрима не будет, в 12 часов, то есть, будет выпущен обзор с первым взглядом игры The For Honor, да, For Honor. Так что настраивайтесь на то, что будет просто закадровый голос, не будет чатиса. Ну, будут комментарии, там можете, конечно, пообщаться, пообсуждать, написать что-нибудь интересное по этой игре, что я мог упустить и что можно добавить в будущем. Даже интернет упал от таких заявлений. А, кстати, да, качество соединения с интернетом в настоящее время недостаточно для показа. Ну, давайте, что тут?
Давайте чуть-чуть тут решим этот моментик. Открыть виджет. Качество трансляции плохое. Да, как в субботу на стрим попасть. Обязательно будет. В субботу просто планы появились, да, вот жесткие довольно-таки. Скидываемся стримеру на оптоволокно. Кстати, моя профессия, все эти связи, системы коммутации, вроде все вернулось на круги своя, да. Связано вот с проведением, настройкой и просто работой с этим оптоволокном. Так что я, в принципе, сам себе все настроить могу, провести и тому подобное. Главное, к жилочке подключиться. Давайте с бароном поговорим, ладно? Да. Вот ты где. Видишь мальвы? Вот эти вот голубые. Мальва. Цветочки. Я привез их из Назаира. Кстати, интересный момент. Анна Каждый вычитала о них в цвет, каком-то рассказе. точнее, каждый цветок по хотелось, своей чтобы сути в нее, является например, олицетворением были какого-то такие либо же. какой-то эмоции, Ты сами какой-то за ними характерной черты. Вот Какая она тогда была интересно счастливая. это все. А вон те, смотри, такие лохматые. В зарекании их называют райские бутоны. Тамара говорила, райские драконы. Она очень их любила. Жаль, я никогда не узнаю, какие цветы понравились бы Дее. Но теперь я хоть знаю, что ее дух свободен. Дух свободен. Неплохо, профессия интересная, но вроде же она не актуальна. А по своей сути профессия уже переполненная, да, своим определенным количеством специалистов. И мы как последний курс этой профессии, выпускной, соответственно, еще имеем какие-то шансы поступить, например, в тот же самый Ростелеком, какие-нибудь частные компании по настройке, проведению, подведению, прокладыванию. Можете говорить как угодно этих всех оптоволоконных линий, да, в различные удаленные места и все такие. Отличная работа, токсичные провода ценой в половину твоих органов. 200 тысяч, километр провода для распределительной сети, то есть для дома, стоит 200 тысяч, да, по нынешним ценам. Это с НДС, если считать. Да. Так что достаточно дорогое оборудование у данной профессии. Если ты что-нибудь сломаешь, то будешь расплачиваться будут еще твои потомки. Смерть ближнего всегда утрата. Я хочу поговорить о твоей семье. Давайте спросим. У меня есть весть о твоей семье. Ты что-то узнал? Пойдем внутрь. Холодно тут. Холодно тут. Самое интересное у них, как я понимаю, тут лето или начало, точнее конец весны. Есть Да. новости? Твоя север дочь же в всё-таки. Оксенфурте. Что? С ней все в порядке? Она здорова? А мы это не Там знаем. безопасно? Почему ты ее не привез? Я не говорил, что привезу ее. А откуда ты знаешь, что у нее все хорошо? Ты хоть видел ее? Нет, но разговаривал с человеком, который помог ей бежать и теперь заботится о ней. Тамара жива и здорова. Насколько я знаю, у нее нет желания возвращаться к тебе. Я не верю словам деревенщины или кто ей там помогает. Да, Я хочу настроил быть уверен, себя что уже с ней на всё то, в что порядке. Езжай к она ней, должна погляди вернуться, своими он глазами, должен как увидеть ее она собственными глазами. есть. Никому другому я не поверю. Да, да. Давайте сгоняем, да, конечно. Вот. Мне просто интересно всё, узнать что я вообще могу для саму. тебя сделать. Причину мы, конечно, предполагаем, что Благодарю. он ее там как-то Вот тебе поощрение. повлиял на ее все Еще эти вот, держи. Это что? Охранная грамота. эмоциональные С тех пор, как состояния. риданцы заняли дельту Понтера, попасть без нее Но на от нее Новиградск самой из не ее уст очень тоже легко. услышать хочется. Да. Так, хорошо. А что с Анной? Узнал что-нибудь? Пока ничего. Но я нашел ее след. Чатик я Ничего, сейчас тогда почитаю, ты ребята, что? да, вот после Что ты разговора. расскажешь о Цири, как договаривались? Сейчас дослушаем, и я отвечу на все Да. ваши вопросики Ну и, ладно, в принципе, я утверждения. просовещал. Когда Цири оправилась, мы ее на охоту взяли. Ну, чтоб проехалась, кости растрясла, а то она долго лежала. Это опять, что ли, у нас это флешбеки, что ли?
Ладно, раз так случилось, то продолжим. Специалистов где дофига, уж а такое качество счастье сети приносит? нифига. Мы А, такого вепря загнали. Там король Фольтес, будь нет, он жив, поставить на его паузу слюной нельзя. поистек. Ну, по факту. Цири, поди сюда. Тебя причитается порядочный Главной кусок. проблемой является Ну, девка, какая-то неплохо ты проблема себя в работе показала. оборудования. То Неплохо-то есть неплохо. какие-либо Но то ж на кабана ошибки, с возникающие мечом в работе У меня не было ни лука, ни оборудования копья. АТС, Значит, оставался только меч. либо какие-то проблемы И с здорово ты им оптоволоконными орудуешь. линиями, но Где это ты так научилась? так маловероятно. Либо у вас распределительная сеть дома, то есть по этажам, квартирам вот эти вот могут быть проблемы с оптоволокном. Либо устарелое оборудование, я имею в виду на ЭТС. Тут множество различных факторов, да. Но опять же, вы как должны понимать, компания по оказыванию услуг, она как бы пытается казаться качественной, ну, по своей сути, но у нее все экономится. На это ты километраж смотришь на расстоянии. Это ты километраж смотришь. На расстоянии меньше полукилометра цена еще выше. Ну, соответственно, по закупочной цене, чем больше берешь, тем дешевле. Немножечко, может быть. Без этой грамоты ты бы в город не попал. А, да? То есть, вот, получив от нашего барончика Ксиву, мы попадем в город. Ага. Либо доп-квест бы выполнял, либо обратно к барону полз. Интересно. Игра за Цири мне не нравится вообще. Но у нее очень своеобразные механики, у нее нету такого, как у Геральда, эликсиров там различных, у нее есть телепортация, высокий реген здоровья, меч с определенным количеством урона. Вот все вот это уже статичное, то, что мы улучшить не можем. Я про то, что специалистов в городах много, но далеко не везде эта самая оптоволоконная сеть есть. Сеть ставится там, где она актуальна, приносит прибыль. То есть, например, Ростелекому, если рассматривать, то они деревянные дома оптоволоконную сеть не протягивают. Есть, конечно, исключения. Но там идет разговор тет-а-тет, то есть там сами жильцы там запрашивают все это, какие-то там у них договора пишутся, вот это все. Да. Там множество условий различных по протяжке. Есть некоторые различия в технологиях, какие могут протянуться, например, к вам домой, к вам в офис, просто куда-то в определенный, не знаю, квартал с определенным местом производства. Все, так сказать, условно и со своими корректировками. Ну, как бы не попал бы, через реку плыл бы. Хорошо, пловцом мы еще не были таким прям заядлым. Я в первый раз так в город и попал. Через речку, что ли? У нее меч из конца игры. Из конца игры? Ё-моё, мощный, значит. Как говорится, Ростелеком главные наколёбщики сети. Есть такое, есть. Опа. Так, что у нас тут есть из выборов по ответам? Ха-ха-ха. И здорово ты им орудуешь, где ты так научилась? А у нее, кстати, я не вижу знака Ведьмака. Она неполноценный же, да, Ведьмак? То есть она мутации не проходила и просто обучалась их техникам и знаниям. Ага. То есть полноценным Ведьмаком она не является. Ну давайте ответим вот так. В Каэр-Морхене. Там школа ведьмаков. Туда ж только парней берут. Еще и только парней берут, да? Я не ведьмачка. Но свои умозаключения я сейчас выполнил, да. Я не ведьмачка. Просто я там выросла. А мечом машешь так, что я бы даже поверил. А в эликсирах ты тоже понимаешь?
Вроде того. А то, видишь, иногда у меня в крестец так стреляет. Заткнись, Игорь. Никому твои крестцы не интересны. Актуальная тема, блин, старости всем поможет. Зелью бы сейчас сказали бы, и все. Все бы поблагодарили ее знатно. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? Это что, вы хотите сказать, миссия на лошадке будет? На Типа, вороную кобылу, что стоит в конюшне. ё-моё, сейчас будет турнирчик у нас. Хреново дело. Накачанная девчонка, учившаяся у ведьмаков, но без мутаций. Да, да. Даже не сказать бы, что она как бы сильно отстает в физическом плане. Ну вот монстров она вроде даже крошит довольно-таки реактивно. Но при этом эликсиры, масла и прочую дичь она готовить умеет. Эликсиры, как я понимаю, они только для ведьмаков. То есть, если выпьет их обычный человек, он скопытится. Готовить она их умеет, это отлично. Но применить их она не может. Масла, они действуют, в принципе, на оружие, так что без каких-либо проблем. Тут-то понятно, да. Еще что там есть? Не знаю. Какие-нибудь бомбы, наверное, она еще умеет делать. Эликсиры не только для ведьмаков, просто для людей там шанс откинуться есть. Угу. Но там же, наверное, это эти эликсиры как я для людей, да, и то есть они там каким-нибудь, типа, ведьмаки своими мутациями или как бы прививками или что-то там маленькими дозами к этим зельям привыкают. Что-нибудь может такое. Так, хреново дело. А в чем дело? Даже в рифму звучать будет. Токсичность передает привет. Ведьмаки тоже передозировку получить могут. Могут, да. Выпив там сколько? Что это ты в лице Определенное переменился? количество зелий. И опять же, Бабы это все испугался. улучшается при помощи навыков. Но, Это моя типа, лошадь. предел всех этих зелий. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого. Ничего себе она тут. я на это посмотреть. И я тоже. Прям Заметано. принцесса принцессой. Если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. Слышно меня хорошо, да, ребят? Забыл чуть-чуть спросить. Там пока настраивались, пока готовились, пока рассуждали. Немножечко хорошо, да, все? Отлично. Ну все остальную игру без мяча будешь. В смысле? Я не понял. Мы ж победим обязательно. Хорошо, нормально. Слышно. Понял, хорошо. Вы хотите сказать, тут по катсцене мы не выиграем, что ли, Готов? его? То есть Как уже тут никогда. статично сделано так, Скачем на что перегонки до башни. победа за Огонь! бароном. А сохраниться можно? Можно. Сохраняемся. Вентилятор 4-й модели тоже слышно. Это без этого-то никуда, да. Хотел его на чистку скинуть на недельку. Да блин, все, руки не доходят. Там видосиков надо целую кучу допилить. Целую кучу, да. И в принципе без стримов как-то будет грустненько. Уже как-то привык. А к видосикам не очень. Ну вот, в субботу выпущу свой первый. Оцените. Ну давайте, погнали. 5, 4. А куда ехать-то? Тихо. А по карте нельзя посмотреть, да? Ладно, погнали. Ну, погнали. Он вроде пока сзади у нас. Противники слева. Бить же никого не надо, да? То есть мы просто скачем, отдыхаем. Никого не трогаем. Срезаем, где можно. Энергия, не кончайся, лошадка, давай. Что? В смысле? В смысле? А куда? Я тут там не понял чуть-чуть. Желтая полоска начала резко вести назад. Я думал, чего?
Мы все пропустили, поворот какой-то, что ли. Кобыла твоя. Ну все, проиграли. Хотел на чистку скинуть, я так обещаю, плиту помыть уже недели 3. Это тоже очень Есть шанс отыграться. правильно. Надо заниматься уборкой и хозяйством. Но откладывать, да, тоже в себя такое заметил, не очень хорошо. Надо так стойко подошел, все раз сделал, чтобы потом не жалеть или не думать, а блин, было бы хорошо. Обещаю себе, обещаю, вот так как-то. Да, надо на даме соберись, тоже И все о споре тут же забыли. сделаю. Все бежали, Через недельку сломя голову, лишь бы чистку шкуру вентилятора спасти. своего как? PS4. Я Удалось? также стойко подхожу Ну, и... одним да, другим Да, нет. да. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Вот и победили, а вы, блин, Какой тут гнали знакомый нас на взгляд. какой-то Ты проигрыш. быстро учишься. Мы, Остальное конечно, узнаешь, немного когда мухлевали. отыщешь мою жену. Там этим после занимаюсь. отсчета сразу стартовали. Что ты Барон, результатов видно, не немножечко видно? затушевался, не Я понял. сразу понял, что они и разделились. оказался Но не беспокойся, позади. я найду Анну. А приготовлю кое-что покушать, приготовлю как я кое-что. И потом кушать, а потом уже с кухни ухожу. Етить, опять гвинт. Ну, карт у нас нет, ребят, карт сильных нету. Ну, нет, сильные комбинации карт есть, в том-то и дело. Но победить-то мы его с ними не можем. Хотите еще раз гвинт? Даешь гвинт? Ладно, сейчас сохраняемся, тогда идем играть в гвинт. Прощай. Да, хорошо. У нас смысл сохранения невозможно. Вот так сразу и надо бы. Ну, с чем пришел? В гвинт с тобой играть пришел, дружище. Есть настроение перекинуться в гвинт? Так, качество трансляции хорошее. Клин сыграть у меня всегда есть настроение. Ну так сыграем. Да, Когда сыграем? да. Ах, я даже не знаю, что делать. Взять определенное количество слабых карт, ну тупо, чтобы иметь размен. Сколько поражений уже было? Но если считать, что позапрошлом стриме мы в конце проиграли 3 раза, на прошлом стриме проиграли 2 раза, то где-то 5. Условно где-то 5, да. Шестого не было. Ну, может будет. Шестого еще не было. Ой, даже не знаю, что взять. У нас карты сильные. У него, соответственно, тоже. Но он нам режет эти сильные карты. Ай, блин. Ну, давайте возьмем парочку вот таких, блин. Ладно, бывает и не так все радужно, но мы справимся. Командирский рог. Командирский рог. Что с ними сделать? Еще одну штуку взять? Ну, это фигня будет. Что чур, если стример проигрывает, то идет за витнес и проходить все. Это надо было заранее перед гвинтом говорить. А нет, так не получится. Я согласился просто сыграть и победить. А нет. Вот когда будет 100 подписчиков, сыграем, ребята, да. Так сказать, проведем небольшую чистку мозгов. Да. А пока... А нет. Еще не битва, еще не поздно. Предзнаменовение к битве — это тоже битва. Битва умов и тактик. Как говорил великий Сунь Цзы. Да. Во-во, Зет прав. Ну. Тихо. Не бунтуем, чатик. У меня пока умственных способностей не хватит витнес поиграть. Витнес есть в наличии, так что он согласен.
Ну, ё-моё. Ладно, погнали. Посмотрим, как получится. Отлично. Я своего согласия не давал. Два рога. Кайф. Два рога, кайф. И даже ясное небо есть. Ё-моё, повезло. Ставим ставки, ребята. Ставим ставки. Победим или нет. Осталось, чтобы он не победил. Ну, как можете заметить, у нас расклад карт довольно-таки неплохой. То есть, если разыграть их удачно и не вкидывать все в одну позицию, на эти имею рога, и скидывать эти казни на какую-нибудь условную единицу, то есть на одну карту, то он будет Бибу свою... Так, налью водички, да, то немножечко горло пересыхает. Да. Тоже наливайте чаек. Тут всякое разное. Горячительного из чая советую, да. Покрепче не стоит. Ставим на то, что стример пойдет в The Witness. Давай, барончик, мы хотим видеть страдания. Мы ждем мозголомки. Вот какие жестокие. Ай-яй-яй. Ну что тут поделать? Давайте сыграем с такой комбинацией карт. В принципе, на 2 раунда у нас имеется даже выигрышные стратегии. Развели зрителей стримера. Я не соглашался. Так, погнали. Зрители молодцы. Тихо, тихо. Не надо нам тут бунта. Все будет, но попозже. Ладно. По-моему, твое согласие уже получили. Не было такого. Ай. Вот смотри, сейчас выиграем вообще. Без проблем. Сейчас я раскидаю так карты, что он свои казни просто будет в мусорку скидывать. Договорились? Все. Барон, тащи, нам нужны мозголомки. Было. Эх, что с вами поделать? Ну ладно, Витнес мы, даже если проиграем, пройдем. Это я вам говорю после того, как мы закончим хоть одну из 4 игр на стримах. Вот закончим, к примеру, Ведьмак, будем после Ведьмака играть в The Witness. Пройдем, победим, либо Crysis 2, пройдем Crysis 2 или God of War 4. После него будем играть в The Witness. А то игры так уж много. Давайте это немножечко распределять. Силы. Да-да. Было согласие, стример. Хорошо, все. Но только после того, как мы пройдем хоть одну игру из 4. Понял, пойду в голос кризис перекину. Он, God of War. А ты еще не проголосовал? А, там можно перекидывать голоса? Так нечестно! Я-то, в принципе, голосовать-то не могу. Так что... Я никак повлиять на решение, кроме нейтралитета, при нейтралитете не могу. Да. Крайзис победил. Вот так вот, значит. Хитрые уловки у вас, однако, уры. А как же любимый God of War? Серия, где прекрасное взаимоотношения отца и сына раскрываются. Где мы сражаемся с мифическими существами. Получаем люлей от драугров. Ай-яй-яй. Зрители победили в этой битве. Осталось победить войну. Осталось пройти Crysis. Ну что делаем, значит? Что делаем?
ставимся, значит, в ближний бой. Да. Скорее всего, дальний бой не будем использовать в данном раунде. Да, не используем. Потому что это будет очень больно. Вот и пойдем в бога войны, как мозги подтянем. Мы там философские мысли не поймем без мозголомки. Хорошее рассуждение. Ай, ладно. Давайте ставим. Тогда мы ставим кого? Поставим баллисту. Чё бы нет. 1-0 в пользу зрителей. Да, понял я уже. Понял. Все, наверное, поняли, что чатерсы молодцы. Да. Чё, закидываем, получается, куда? Давайте закинем, наверное, в баллисту тогда. Если он ее сожжет, то ничего страшного. В принципе, не пропустим. Хы-хы-хы, а потом его там же на вебку разведете. Нет, вебка это уже крайний случай, так что... Это будет... А как иначе? Вебка это будет уже очень-очень потом. Когда все удачно сложится. Пока без вебки. Я там все рабочее место настрою потом. Пока без. Пока нет, не очень подготовленное у меня место. Да, и там мы выиграем. Мы пока готовим почву для наших побед. Тихо. Все, не бузите. Давайте сюда поставим. Давай, казнь, кидай. Беднягу свою казнь. Мороз. Фигово. А мы этот мороз можем, в принципе, даже скинуть сейчас. Скинем тогда мороз, поставим еще одного челика. А давайте. Ага, поставил своего работягу. А мы тоже поставим. Ага, он сейчас казнь использовать не будет, получается, да? Ну и фиг с ним. И фиг бы с ним. И что делать? Раунд получается за ним, как минимум. Ну, даже если рок поставим, в принципе, тут не вывезем. Не. 5 еще, получается, будет в 2 раза больше 18. Пам-пам-пам. Девяточка добавится. Да, до 30 дотянем. Угу. И у него на 2 очка перевес все равно будет. Ну не, даже если мы используем тут этот рог, то у него будут карты сильнее по факту. Если он долбанет казнью, то оно ударит по нему. А давайте поставим все на 1 раунд. А давайте. А фиг с ним вообще. И скидываем. Да, и скидываем. И все. Если он казнь делает, то и земля ему пухом. Да он решил тут вообще картами обложиться полностью.
Да. Жесть какая-то. Ну и все, у нас остались одни стрелки. Одни стрелочечки-стрелки. Ну, давайте играть через них. Казнь. Ага, сбрил. Ну, вообще, на нифига сбрил. Ага, ну давай, вот это поставим. Еще одну казнь кидай. Ага, хорош, молодец. Давай. 3 карты против 2. Ага, что у тебя там осталось-то, блин? Сейчас увидим. Грустно, что у нас лучники. Мы могли бы... Ага. Ага. Ну, сейчас посмотрим. 2 карты против 1. Если у него колода сильнее, то мы проиграли. Ему надо больше... Нет, все, это победа. Это должна быть победа. В 2 очка разница. Если он сейчас что-нибудь вкинет посильнее, то мы проиграли. Ливень. Победа! Победа! Ваш ход. Ребята, разыгровочка была жесткая, прям максимально. Кто верил в стримера? Правильно, сам стример в себя. Так, да и там мы выиграем. Так, это... А он карты набирает. Это что за 33 поросенка баронище? Мы проиграли эту битву, но не войну. Да, мы еще покажем нашу силу. Ну, значит, витнес переносится на потом. Да. Ну, Крайзис все равно победил, как я понял. Ну, да. Ты выиграл. Я свое слово... Гони свою казнь, дружище. Да? В Велине достойных противников не найдешь. Разве что лодочный мастер в руднике. Ну и старый ясновидец. Он сейчас живет к востоку отсюда. В этой, у мельницы. И еще один есть паренек. Мозгов это нам сейчас на задание в карточной апатию вступить, видимо, да? Да, а вы думали-то, ё-моё. Стример, когда за бошку-то возьмется, он и не такое может совершить. Разница-то 2 очка. Ну-ну. Даже удача начинает подсуживать. 0-1 в пользу руководства. Есть такое. Это, как говорится, как-то было, опять же, тот, кто смеется, смеется последним. Что-то такое было, да. А, кстати, какую нам карту-то дали? Мне вот интересно стало. Казнь. Я хочу себе казнь в колоду. Нам дали всего-то одного этого, блин... Всего одну разведческую карту. Недостойно. Ни разу недостойно. Ладно. Злое руководство. Тебе дали разведчика, это очень круто. Я хотел себе казнь. Я хотел также всех очень сильно наколебывать. Вот такой противник и себе выстроил хитрость сплетенную. Там тактику победы с какими-нибудь рогами, героями и всеми подобными. А я такой, да? Хренак, и нет у тебя сильной колоды. Что это, катсцена? Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Куколка. Тряпичную Которую он куклу. сам сделал, кстати. Ага. Да, это было, конечно, хорошо. Это было отлично. Да. Без них играть за Север или Нильфов очень сложно. Но у нас уже, получается, 2 разведчика присутствуют в колоде. Казнь покупается. Ага. Только интересно, у кого теперь? А птица казни у какого-то крутого чела выигрывается. Ну, может, по ходу дела... ты чё? Дед кукухой поехал, он круги наворачивает. Ему либо пить надо, либо перестать пить, наоборот.
Он чисто восьмериком крутится. Знаком бесконечности или знаком Уробороса. Вот, если знаете легенду об этом легендарном змее, который пожирает себя. Вот тоже такая есть штучечка. Да. Ничего, мы увидим страдания стримеров God of War при прохождении на максах. Ему нормально. Ну, кризис, я говорю, ребята, мы будем не проходить не на максимальной сложности. Потому что с шутерами у меня все плохо. Я очень плохо целюсь. Имею в виду в шутерах. Да. И, в принципе, механики всех этих игр мне немножечко удушающе непонятны. Так что мы будем играть, скорее всего, на предмаксимальной сложности или средней. Ну, чтобы было не особо затягивающее, как, например, в концовке первого Крайзиса, как вы могли заметить. Где тупо я одного босса в конце, ну, где-то минут 30 мочили, блин, если не больше. Вот это, блин, тупо было, потому что он с одного хита мог выбить меня. Это было, да, такое себе. Получается, мы едем к Тамаре. Да, едем к Тамаре в Оксфорд. И выполняем всякие побочные задания. Поехали вот это логово, кстати, очистим. Кто-то шутил, что ведьмаки, они какие-то заядлые, неправильные люди. Да. Вот пойдем почистим логово, спасем людей. Платва, где ты? Блин, вот эта ленивая лошадка вообще, конечно. Геральду подходит как не иначе. Где-нибудь вечно застрянет и потеряется. Ну ладно, побежали, значит. Так, я про God of War. Его только на максах, это не шутер. Посмотрим. Ну там тоже, как в этом самом Цусиме или... Как это называется? Не Секира, ты не сразу помираешь. Ну, короче, если проходить на максах God of War, то там с одной-двух тысячи без повышения здоровья и нормального амбундирования отлетаешь. Тоже такое себе прекрасное зрелище. God of War не на максе? Так неинтересно. А как же кайф от битвы с Валькирией? С ней и так весело, пообщаться можно очень культурно, когда спасешь. Если в игре есть максимальная сложность, проходить... У меня опять чатик, блин, с этим сердечком не видно. В отдельном окне его открывать надо. Если в игре есть макс сложность и проходить не на нее, то так неинтересно. Ну как же. Понять сюжет, всю глубину истории, все взаимоотношения героев, познать все механики противников, почувствовать тепло деда. Не знаю даже, как это описать. Блин. Да. В Рагнарёке, по факту, уже мы с дедом там общаемся. В четвертой части там кто у нас из дедов есть? У нас, получается, есть говорящая голова, да? Вот тоже дед, считай, прожил сколько-то бесчисленное количество лет. Ну и сам Кратос с бородой тоже олицетворение всего этого. Ну и все. Это как раз проходит на максимальной сложности. Посмотрим, как получится. Там же ее всегда можно поменять, друзья. Так что... Если мы будем помирать на первой локе первый час, ну вы понимаете. Все плохо, и стример не может совладать со всем этим безобразием. Так, у нас есть гули. Да. У Рагнарёка охрененное дополнение вышло. Вот тоже заценим, да. Я, кстати, не проходил ни разу. Вот четвертую часть Годика я прошел 2 раза. Ну как, первый раз прошел полностью, и второй там не до конца чуть-чуть. А Рагнарёк я, в принципе, вообще только по обзорам видел частично. Так что заценим, посмотрим. Покажи, что умеешь. Гулек, иди сюда. Гулищ. Не тот знак поставил. Не тот знак.
Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Они, кстати, да, видоизменились, эти гули. Помню, Z вроде писал об этом, что есть некоторое видоизменение гулей в зависимости от уровней. Тут они какие-то более облезлые, как я понимаю. Ну блин, куда ты убежал? Не-не-не, я хотел бомбу кинуть, если что. Ну давай. Чатик я сейчас не могу почитать. Да, ребята, так что пока мы зациклены немножечко на другом. На неполучении люлей по своему бедному лицу. Вот, например, как сейчас. А у нас сохранение-то осталось. Я не сохранялся. А мы барона-то победили. И сохранение... А, мы с бароном разговаривали. Там автосохранение есть, так что все пучком. Да. Да. Что там? Тогда на второй час мы будем дохнуть на второй лаке. У Рагнарёка, да, отличная допа. Это касается всех, не только гулей. Ну, короче, вы решили все пройти до конца. Весь этот путь на максимальной сложности со мной. Ну, хорошо, хорошо. А пока стример не читает, можно устраивать революцию. Как это вообще связано? Потом же я все увижу. Потом можно всех будет на репрессию кинуть. Вот, надеюсь, у нас сохранение последнее. Это после победы над бароном. Ну, не макс сложность, это неинтересно. Ну, не макс сложность, это неинтересно. Эх, да, да. Вот как я люблю игры без сложности. Вот тот же самый Dark Souls. Вот ты там играешь, по факту, сам по себе, на уже устоявшейся сложности противников, их механиках и всего подобного. Там не надо что-то придумывать и ставить отдельно. Вот это хорошо. Но, правда, сложные моменты там тоже бывают. Без этого никуда. Да, сохранение у нас после победы над бароном. Красиво получилось, да. Все верно же? Я ничего не путаю, у нас карта разведчика же осталась. Да, все верно. Давайте ее закинем тогда. Поторопился я с гулями, подумал, что мы их на вообще лайтовой сложности раскатаем. А оказалось, что поторопился. Сейчас диалог этот проскипаем, тут, в принципе, мы уже все видели. Да-да, спасибо, барон, за тряпичную куклу. Мы ее обязательно твоей дочери передадим. Если есть максимальная сложность и ее особенность не влияет на понимание сюжета, то надо брать строго ее. Хорошо. Это я приму к сведению. По мне, так сложности и делают, чтобы было бы интереснее. Легкая для быстрой пробежки для сюжета, средняя для игры, а макс сложность для ценителей. Вот я этого вслух не говорил, ребята, вот там просто закадровые мысли кто-то озвучил. Прям четенько так получилось. Барон то, барон это. А я как закачу такую девку трахну. А мы все продолжаем гнать на это логово. Где оно? Вот тут, правильно. А ты знаешь, что такое коррекционные звездюли? О, плотва, здорово. Погнали. Так я не понял, кстати, там выиграл Crysis 2 или God of War 4? Вы начали тут за годик втирать и говорить. Но вроде же побеждал Crysis 2.
Ну, все, все, все. Я пока не заходил на опрос, вот просто непонятненько чуть-чуть. А, не туда съехали, блин, не по той дороге едем. Модератор есть в наличии у вас. Kingdom Come Delivery... Тихо! 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 Нету Kingdom Come. Я против. Все, нет, чат. Против Kingdom Come. Я ненавижу Kingdom Come Deliverance. Просто нет. Вот если у нас есть книга, да, вот книга с запретами игр, и Kingdom Come Deliverance в нее входит. Все. Нет, нет, ее проходить я не буду. Я не буду проходить эту ужаснейшую вещь. Не-не-не, не-не-не. Не-не-не. Шикарная игра. Для страданий, да, вот для страданий она шикарная. Очень-очень хорошая. А для прохождения нет ни разу. Правда, после релиза. Ну, там баги подправили, все вот это вот. Да. Давайте выпьем какое-нибудь прикольное зельице сейчас. Вот Kingdom Come Deliverance я нет, не соглашусь никогда, друзья. Я против. Я где-то там часов, 30 убил, просто на первую локу разбирался в механиках основных. Пытался понять, как работает взлом. Он у меня не работает. Нет. Так что, не-не-не, ребят. Я не буду, не-не-не. Но раз она есть, то надо бы ее вопрос добавить. Добавь потом. Модератор. Кстати, опросы создаю я, так что... Модератор в этом качестве и посты, в принципе, пишу. И комментарии отвечаю тоже я, так что... Я могу их редактировать. Но ты же понимаешь, что завтра тебе будет больно. Не в физическом, так в духовном плане. Понимаешь, у меня твой диплом, у меня есть заложник. Так что тихо. Поредактируй потом какой-нибудь следующий опрос. Ребята, вы что? Вы не воспринимаете всерьез мои очень серьезные и очень грустные воспоминания, связанные с этой игрой. Прикольный звук, кстати, когда отсутствует бомба, какой-то тых-тых-тых прям такой. Не любишь серебро, да? -1. Кстати, сохраниться... сохраниться, да, надо было. Немножечко подводит меня память, сохранялись мы или нет. Обязательно как отчислись. Я знаю, где ты живешь. Да. Тогда ты был один. Сейчас нас много. Эх, чатис. Не цените вы, да, страдания бедного стримера. И его желание показать наилучшие результаты из возможных. Ай-яй-яй. Ну что, паскуда? Раз. Раз. Загорелась парочку нехороших личностей.
Так. Практически тут всех гулей мы подамажили. Как так? Я в кустах не видел, что он рядом. Блин. Выгодная сделка. Выгодная сделка. Если Кроу победит Детлафа с первой попытки, то не будет Kingdom Come Deliverance. Если он не выиграет или не будет с ним сражаться, то пойдет в Kingdom Come Deliverance. Опять какие-то сложные условия. Ну вот смотрите, Барона мы победили. Я посмотрю обзоры, как победить Детлафа. Я вооружусь, буду качаться максимально сильно. Мы его победим, и не будет никакого Kingdom Come Deliverance. До Детлафа как до Китая. Тоже верно, кстати. Но предложение вступило в силу. Да. Опять же, вы забегаете наперед. У нас еще есть куча непройденных игр. Давайте сначала пройдем их. С огромным длинным сюжетом. С прекрасными диалогами и персонажами. Давайте по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вы меня так, блин, погребете, что я, бедняга, копычусь так. У нас, кстати, слетело здоровье, да, слетело. Мы просто даем тебе время подготовиться морально, поэтому Kingdom Come Deliverance только после сложнейшего босса Ведьмака. А потом, типа, это сложнейший босс Ведьмака будет как обычный этот персонаж из Kingdom Come, да? Еще зелится тут на улучшение способности выпьем. Побегаем, соберем их в кучку. А использовать-то что-то будем, нет? Кстати, урон не особо от 25% как-то повышается. Что, драться расхотелось? Немножечко. Минус чудовищ. Хорош. Да, в принципе, боевка-то в Kingdom Come несложная. Я прошел, поэтому могу сказать. Ага, все остальное довольно-таки запарное. Ну, сколько мне еще ждать? Немножечко, совсем немножечко. Да ё-моё, вы что это? Глушите нам. Ну, тупо он по диагонали прыгнул. Да. Ну, ничего, ничего. Просто они всем скопом нападают довольно-таки сложно. Если бы их можно было бы выманить, и у них не было бы такой маленькой зоны агро, то справиться было бы намного легче. Да, забухаемся сейчас зельями. Пойдем творить дичь. Сними, кстати, свой навык на огненные заклинания, снижающие броню, и поставь гипноз. Тебе навык не сильно тот нужен. А у нас разве он не стоит? По-моему, стоит. Сейчас посмотрим как раз. У нас, по-моему, там еще есть несколько очков навыков. Можно, может, что-нибудь там вкачать интересненько. Ничего не можем вкачать. Там по уровню у нас ограничения, блин. Да. Ай-яй-яй.
Ай, хорошая водичка. Посмотрим сейчас по навыкам. Не, это задание. Гипноз стоит. Обман, да, точнее. Обман стоит. Квен. В принципе, убрать можно. Что-нибудь прикольное взять. Сила. Это что у нас? Ловушка, ладно, не надо. Ард. Увеличивает радиус арда на 1 метр. Нет. Ой. Давайте тогда возьмем, когда щит Квен разбивается, то отбрасывает врагов. В принципе, думаю, неплохо будет. Как я и говорил, броня как характеристика мало у кого есть. Угу. При прокачке Квен и Арт очень имбовые. Ты имеешь в виду при прокачке всей вот этой ветки до максимального, да? Угу. Ну, обман мы взяли, так как он используется в диалогах, соответственно. Давайте тогда возьмем отбрасывание. Ну да, возьмем отбрасывание. Третья линия туфта увеличивает мощь знаков Квен на 10%. Тут тоже, тут тоже. Ну, соответственно, никаких особых умений, особенностей не дает, кроме как увеличения мощи. Ну, где-то на... Если у нас было условно 200 урона, на 20 единиц он у нас повышается. Если урона больше, то, соответственно, и больше урона. Ну, дубль 3. Погнали. Обмажемся зельицем тут, маслом точнее. Примем на душу водички. Грома. Сохранимся. И погнали опять творить самое страшное деяние. Что, драться расхотелось? Есть немного, только у меня. Вот как они пробивают через блок? Так, похиляемся немножечко. Тихо, тихо, отойдите от меня. Все, все, хорош. Зона агро, поменьше, поменьше. Будем юзать Квен. Не зря, что ли, качали его. А этот вообще здоровый, как бык. Не любишь серебро, да? Так. Страдаем, страдаем, но потихонечку их вроде даже побеждаем. Но вы, ё-моё, вообще КД своих атак имеете, нет? Что, драться расхотелось? Да, с двух сторон прям. Мощно они. Зелицы выпьем. Сейчас чатик чуть попозже почитаю. Чуть попозже. Вообще жесть какая-то. Тупо здоровья нету. Гнездо Гули, надо его уничтожить. Сет школы Грифона идеально подойдет. Чё? Ох, как же не хватает этих 40 эликсиров, 20 масел и прочего, в чем ты на паре минут палаешь.
Ползаешь. Ищешь тот самый отварчик. Тебе нужна броня на мощь знаков. Это да. Сет школы Грифона, соответственно. Семиклассник в битве с началкой. Они берут не силой, а количеством. Ну, не сказать бы, что там особенно хорошее какое-то качество. У нас тут эти трупоеды и по качеству не будут этих самых семиклассников, блин. Ну, конечно, если эти семиклассники не дзюдоисты какие-нибудь и не боксеры. Почему они пробивают блок? А что еще чудовищу делать своей огромной лапищей? Например, с помощью фехтования отводить эти удары. То есть всю эту силу КПД мощи противника перенаправлять в другую сторону. Сколько нашему Геральту лет? Ему там уже за 300, наверное, за 200. А не научился, блин, противников отпиндюривать. Отвод удара — это парировать. Ну, парирование по факту тоже можно использовать как бы отведение удара противника. Но можно в клин вступить тоже, как контратак. Жесткий такой клин. Да не, он по возрасту как самый обычный дядя. То есть лет 150 ему, да? Ну, смотря какой фэнтезийный дядя, например, да? Ё-моё, опять битва. Битва не на жизнь, а на смерть. Блин, 2 воды выпил. Тупо. Ну, сколько мне еще ждать? Вот честно, вот. Я вас не хотел вообще видеть ни разу. Вот. Вчера вас пропускали, вот, и хорошо было. Так, Квен накидываем. Раз. Они еще уклоняются. Ловкий, сволочь. Раз. По одному удару бить будем. Все, фиг с ним, не будем мелочиться. По одному удару. Раз. Скотина. Раз. Поддерживаю. Да не, это что это? Блок — это принять удар на свое оружие. Парирование — это отвод удара в сторону. Парирование — та же самая контр. Разве парирование и контратака — это не одно и то же? Это они за прошлый стрим отыгрываются. Ты ушел, проявив неуважение. Сейчас пришел без уважения. Как же я пришел полностью подготовленный. Выпил все возможные зелья, без уважения и без пива. Это, кстати, к эльфам. Тут же эльфы есть. И замена этим гномам какие-то краснолюды, что ли, как я понял. Маленькие такие низкорослые существа. Вот. Ну, погнали. Продолжение файта. Надо чувствовать поле боя, как говорил сам... Не знаю, кто говорил, но великий полководец по-любому какой-нибудь. Ну давай. Не скупим. Вот Lies of P. Вот были стримы, да, там, правда, без особого голоса и без хорошего микро. И вот там тоже есть такая механика, типа, ты когда сражаешься с каким-нибудь противником, боссом или просто мобом, у них тупо беспрерывные атаки. Ну, точнее, есть маленький КД, ну, перерыв, точнее, серия между сериями. Но основную часть ты либо должен блокировать, либо уклоняться. То есть вот так вот как-то ты там должен один удар нанес, 5 получил и, в принципе, рад быть. Эй, тут не застреваем. Не надо. Так, пробили наш Квен. Да еп, ты ж, Колотушкин.
Мы сейчас весь стрим будем тупо одно логово зачищать. Иди сюда. Максимальная сосредоточенность. Не-не-не-не-не, все, я отошел. Максимально Я хотел поставить Квен. Иди лесом. Поставил Квен. Сразу сбили его. Либо я что-то не понимаю, либо у них ХП не уменьшается. Ах, и гнусный же ты. Согласен. Нельзя далеко от них отходить. У них начинается вдруг резкая какая-то мания попрыгать, нанести мощные атаки. Тупо не-не-не-не-не, все, мы поняли. Вы начали за Сопрадо мстить. Не надо так, нет. Ну, сколько мне еще ждать? Поддерживаю, ждать не хотелось бы, помирать скорее. Я папара-паса пам-пам-пам. Уже все зелья, блин, здоровья выпилось. Не-не-не, все, мы отбегаем. Все, это тактическое отступление. Геральт понимает, что он слишком слаб по сравнению с обычными трупоедами, отбегает, сохраняется. О, сложно. Надо почувствовать пространство вокруг, так говорил мой коллега, а потом влетел лбом в верхнюю часть двери. Да ладно, прям так и было все? Ё-моё. Почувствовал, блин, пространство. И эманации объектов. Представьте, прыгающего с бутером ведьмака, отбивающегося от гулей, еще и закидывающийся всякими отварами и зельками. Но это, опять же, если серию игры Skyrim, да, вспомнил. Я думал, хотел назвать Sekiro, но нет, Skyrim. Ты же по факту там, как и в Fallout от Бадшида, можешь просто тупо встать и при определенном уровне здоровья сожрать все свое в инвентаре хозяйства. Вот. Примерно так же. Чисто такой с замедленной съемки видишь. Ну что, Точнее, противник видит, как ты там хаваешь 3 миллиона бутеров. И запиваешь все вкусным винишком или медовухой. Не увидел сзади. Вот на спине глаз нету. Вот ей-богу, нету глаз на спине. Да. Почти полная интоксикация. Я, кстати, не следил за этим уровнем ее, да. Надо бы уже следить. А зелья все равно кончились. Угу. Он высокий, а в том месте, где мы в тот момент были, как раз здание с низкими потолками. Не повезло, не повезло. Это я как помню. Практику в Ростелекоме проходил. Да. И у них лестница очень, тоже потолок низкий, соответственно, при лестнице. И ты там, если идешь, и, соответственно, высокий, можешь на каждом этаже собирать по этому бетонному блоку, блин, лбом. Себе шишки. При этом гули орут перед атакой. Я в себя в мыслях тоже кричу. Говорю, блин, они атакуют. Да, так что... Крузер, Иван, я сейчас прохожу Ведьмак, здорово. Впервые у меня барон суициднулся. Я много упущу дальше. Я тоже в первый раз прохожу игру. Да. Крузер. Или, как можно, Иван.
И у нас вроде пока, ребят, конечно, не говорят, но вроде на хорошую концовочку. Ничего не пропустим впереди, да? Ну, чисто такое ответвление у нас было с этим барончиком. Да. Что, драться Присоединяйся, расхотелось? у нас тут весело, тут обсуждения различные прикольные есть. Веселимся по-своему. Так, опять концентрация, чувствую пространство. Ну ё-моё, ты будешь к нему подбегать-то? -1. Так, накидываем клен и прыгаем вокруг него. Сейчас в чате зачитаю. Подождите, ребята. Тут серьезный бой. Он тупо через блок пробил. Вот тупо через блок. Да. Нанес немножечко урона через блок. Это как альтернативный вариант решения квеста. Многое он не изменит, хотя есть персонажи, чья смерть повлияет на очень поздний квест. Интересно, интересно. Там же по факту при создании, точнее начале игры, нам предлагалось принять те или иные решения из Ведьмака 1 и 2, соответственно, которые, наверное, не особо на сюжет и влияют, но просто как-то его немножечко дополняют. У меня рост 190, а он выше меня на 2 головы. Это что, 2 метра? Ну, где-нибудь сантиметров 5, 10 идти. Высокий, высокий. Да. Для первого прохождения не смотри гайды и играй в свое удовольствие. Так будет круче. Да. Познай всю боль и страдания на максимальной... Особенно если играешь на максимальной сложности. Да, сам. Мы вот тут пытаемся выстроить билд от мага. Пока не очень получается. Пока мы страдаем немножечко и деремся на мечах. Но в будущем, в конце, там ты будешь великим и неповторимым архимагом сей прекрасной пары. Раз, два, 3 и померли. Ладно, опять померли. Ох, 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 ох. Ну ничего, ничего. Опыт игры Dark Souls научил, что страдать это удел сильных. На какой сложности играем? На максимальной, конечно же. Ты вот спроси чатерса, сколько мы помирали на этом, гнезде или на каком-нибудь прошлом гнезде. Вот. Там, короче, было очень много всяких у нас загрузочек и всякого разного, да. Страдаем в первый раз и на максимальной сложности. На прошлом раза 2. На первых 2 гнездах раньше не больше умирали. Там, которые на склоне особенно. Там, где кусты, я не видел ничего. А еще хороший варик подписаться и смотреть, как другие играют в данную прекрасную игру впервые. Конечно, конечно. Чтобы почувствовать этот весь спектр эмоций, можно через такие вот прохождения, да. У тебя нигде не было больше 4 смертей до этого? Да ладно, я думал, что было. Ну, то есть, да, все вот это вот. Порог пройден, мы начинаем помирать по КД. В большой мир, так сказать, вышли. Какие у нас еще зелья есть? Вот давайте зелье грома выпьем. Что, у нас больше урона будет? Хорошо. Отбили.
У нас интоксикация, все плохо, мы помираем. Да ты можешь прекратить это делать, нет? Так, где у нас? Выпить зелье надо. Либо я сколерозник. Ну, фиг знает, фиг знает. Я за смертями, честно, не очень смотрел. Волчий час, отвар грифона, эликсир, кошка, белый мед. Давайте выпьем, наверное. А можно сейчас выпить? Вот съесть, да. Самым поставим. Не, вот этот вот. Ну, ты кидать бомбу-то будешь, нет? И чё, и сколько урона нанесет эта штука? Ему типа в области стоять надо, что ли? Ну, сколько мне еще ждать? Раз. 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 Раз, два. Не-не-не, не потому бьем. Вот раз и раз. И все, я отскакиваю. Вот сейчас этот прыгнет, да. Раз. Раз. Не торопимся. Вообще, никуда не спешим. Чисто так. На лайточке. Надо его уничтожить. Давай уничтожим. Сколько мы? Минут 20 этот 30 гнездо чистили. Много-много времени занимает. Да. Тихо-тихо ты не. Лутецкий тут какой-то, прах лежит. Еще человек тут зажаренный. Уголечек, кстати. Золотое колечко получили. От прошлых гулей, то есть после загрузки у нас теряется весь лут от гулей, что ли? Это обидно. Ладно, погнали тогда по заданию. Но. Так. Пошла. А, мы тут, кстати, были, да. Но. Ну давай, лошадка. Быстрее. А тут лодочек нету случаем? Я на лодочке прокатился. О, видно лодочку, да, видно. Но. Давайте на лодочке прокатимся. На той самой, парусной. Ай, так, получается, мы это задание выполнили. Вот тут пробежим. И вот сюда придем, да? То есть нам сюда надо. Условно сюда плыть. На Скельге тебе эти лодки заманают. Посмотрим, посмотрим. Я, может, в душе моряк. А как на них кататься? Прыгнуть, все, ведь чутье. Нельзя взаимодействовать как-то не очень. Военные трофеи. Для путешествия вы можете воспользоваться лодками. То есть мне надо открыть вторую лодку, что ли, или что? Можно, на них же кататься можно. Я знаю, это да, это я знаю точно. А, вот все объяснение. Из-за множества бурных рек, глубоких океанов и огромных озер, заливающих горные долины, в некоторые места невозможно попасть пешком или верхом, только вплавь или на лодке. Вы найдете лодки неподалеку от берега, в местах, отмеченных знаком гавани. Будьте осторожны, если лодка налетит на скалы или столкнется с каким-нибудь препятствием, то будет повреждена и даже может пойти ко дну. Ладно. Это не знаю, как устройство называется, но оно
Вот тут враг под водой есть, прикиньте. Ну ладно, потом соберем тут все трофеи. Погнали. А физика паруса тут есть. Мы сейчас врежемся и что, и все, и застопоримся. Да? Император поведет нас прямо на... А объехать эту штуку нельзя, да? Объехать эту штуку нельзя. Везде все закрыто. Враг под водой. А ты думал, тебе про повреждение лодки просто так сказали? А, противники могут повреждать. Например, те же самые утопцы, да? И будем с ними плавать и помирать от одного их удара, получается, да? Зажать, ускориться. Ну, давайте на берег тогда выйдем тут. Покатались, все, хватит. Прыгаем. Кишочки. Что мы собрали, я не понял. Кишочки какие-то. Кокайр. Вам огонь разжечь, парни? А нельзя, ладно. Ну, побежали тогда. Поехали по заданию тогда. Выполним. Найдем жену и дочь кровавого барона. О, виселица. По дорожке, по дорожке. Оленечки различные, животиночки. Утопец. Но нам не сюда, не. Подождут, ребятки. Мы еще их будем полчаса тут кромсать. Так, сокровища под охраной. Хорошо. Еще одни спрятанные сокровища. И идти тут после этих побоев от монстров и разбойников развелось всякой добычи. Лагерь бандитов еще нашли. Угу. Это вроде наши друзья. А у вас что-нибудь можно взять интересного? Давайте посмотрим на башню. Мы вдруг найдем что-нибудь прикольное. Ведьмак, охотник на монстров. Также ведьмак, который пролетает мимо монстров. Ну, всех не спасешь. У нас тут есть определенное задание для... важное для самого Геральда. Поэтому мы не можем отступиться. Мы идем только к своей цели. И никак иначе. Ну, еще мы зачистили одно логово. Одно логово в день. Вот наш девиз. Как я понимаю, это знак родовидов. Вот этих вот челиков, владельцев территории. Придержи. Какая там башенка прикольная. А нам сюда и надо. У нас же ксива есть, вот. Шевелись, плотва. С ксивой подойдем к этим ребятам. А лутецкие лутать. Любим всех мы подлутать. Книжечку какую-то, хроники Редания. Если желаете прочитать, то можете поставить на паузу. Тут нам рассказывают о королевской крови, что в них нету эльфийского даже ни капли. Да. Что тут еще есть у вас интересного? Раствор ртути. Слиток стали. Руда темного железа. А им вообще пофигу.
Там как бы за воровство должны наказывать, нет? Наслаждайся жизнью, выродок. Спасибо, наслаждаюсь, у вас ворую. Честь и отчизна. Куда летишь? Так, ну погнали тогда к этим Сволочь. воротам, или что это? Крепостная стена огромная. Иди, откуда пришел. Я за вами приглядываю. И не забываем подлутываться. Честь и отчизна. А тут я как вижу пробка. Из-за этих, как вы говорили, бумажек не пускают. Без них точнее. Уйди. Да что вы всех прогоняете-то? Лишь бы завтра было лучше, чем вчера. Так, вот и последние все коробочки. А, тихо, тихо, тихо. В таких местах, как города, там, наверное, нам про стражу объясняла. Прохода нет. Что, в городе чума? Чума? Нет. Сказали, никого в город не пускать. Военное Не положение, выпускать. что ли, да? Ну, если только грамоты нет. Есть грамота, есть. Кто ограничил вход Кто в город? приказал закрыть городские Да. ворота? Кто? Говорят, сам король. Он не хочет, чтобы беднота и беженцы такой город засрали. И потом, когда народ туда-сюда шныряет, обязательно какой-нибудь шпик пролезет. А так, поди пролезь. Словом, без грамоты ходу нет. Ну давай. Да. Дай-ка взгляну. А так бы использовали черный ход М. этого города. Печаточки не достает. Такой, красный. Да быть не может. А так Может, осталось гражданской переплыть обороне речку. опять забыли. Ну у нас же Они есть там грамота, сейчас у нас все жутко должно быть занятые отлично. все. Ну ладно, Что вы? проходи. Вот, видите? Проходи. Вот и 5-й уровень получили. В таких местах, как города, деревни и лагеря, дороги нередко узкие, а препятствий слишком много, из-за чего максимальная скорость передвижения там ограничена. Ага, понятно. Тут объясняют, что можно потолкаться немножечко с прохожими. Вечный огонь с тобой. А что, тут дверь закрыта? Закрыта, да. Ё-моё, стражи-то понаставили. Есть знак у нас теперь тут быстрого входа. А печати почему нет? Потому что дал ее барон, который от севера к нильфам перешел. Кстати, да, интересный момент. Он как бы дал бумагу родовидов со всеми нужными подписями, но без необходимой печати. Бутылочка водички. А, все, да, вот, значит, в городе воровать плохо. Давай замнем это дело, мужик, все. Я вас убью, я знаю. Я парасоте урона-то, чё, многовато, не? Я, кстати, не медитировал. У них там лучник еще вдалеке есть. Ай, весело. А вроде тут цирюльник в городе где-то тусит. Зайдем к нему. И чё? Вы потеряли деньги? В смысле? Сколько? Не все же деньги. Там у нас было-то нифига денег. 68 момент, а было где-нибудь 300. Ну нафиг. Где наши загрузки? Контрольная точка. Все, ничего не знаю. У меня было дофига денег. Мы хотели к цирюльнику. У нас не получится без денег сходить к нему. А вот и сильнейшие враги игры, да. Ты если по городу с хвостом и страшно побегаешь, то только больше на себя нагришь. Должен был встретиться с Кстати, нильфгардским понятно, да. агентом по они только на имени определенной Генрих, области который это пребывал в агрятся, этом как я опустошенном понимаю, войною на краю на других. Его основным заданием был сбор Так как не сведений видели о цели. этого всего действия, им Однако пофигу. Геральт не смог добраться до О, Генрика. сейвскал. Его Ну, опередила я как дикая говорил, охота. мы не На ограничены месте никакими ведьмак обнаружил только тело. рамками.
счастью, призрачные всадники не добрались до его заметок. Прочитав их, ведьмак узнал, что Цири гостила у хозяина этих мест, Кровавого Барона, и повздорила с какой-то ведьмой. Ай, да. Ну там же не было нарисовано, типа, рука, нельзя воровать, соответственно. Ну, я и взял вещь. Она оказалась принадлежащей уже кому-то другому. Ну ничего, сейчас добежим быстренько. Кстати, уже почти 2 часика. Надо будет потихонечку закругляться. По сюжету так мы и не прошли. Мы что сделали? Победили барона в картах. Зачистили логово. Доплыли, а точнее добежали до этого города. Проходи. Добежали до города, да. И вот сейчас поговорим с Тамарой. Так до болота и не добрались. До болота? У нас был какой-то план с болотом, разве? А, ты имеешь в виду по сюжету дальше, когда мы, типа, сейчас возьмем задание от этой Тамары. Ну, Она, мои типа, нас извинения. куда-то отправит на болото, соответственно, да? Здравствуйте. Давайте красоту наводить. Мое почтение. Чем могу помочь? У тебя есть бритва и ножницы? У нас планов на болото нету, а у игры есть, понятно. А как понять, какая прическа мне понравится больше? То есть тут как в Red Dead Redemption нету, типа, примерить разные. Пышная экспальёлка и усики. Аккуратные бакенбарды, усы и оборотка под губой. Усы и бороду оставить, коротко подстричь. Я хочу себе усики. И испаньолку. А у нас так и была она, да? Блин, нет, нет, блин. Мискликнул опять. Пофигу, ладно. У нас нету усов и бороды, что ты тут? Оставить конский хвост. А вот так пойдет, давайте, погнали. Пока. Бывай. Лишились своей крутой части, у нас теперь нету бороды и усов. Кстати, сохраниться стоит. А то сейчас еще какой-нибудь ошалелый стражник начнет тут свои законы творить. Вообще, атас. Доска объявлений найдена. Эй, седой. Мы беловолосые, мы не седые. Я ищу Тамару, дочь Кровавого Барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас Милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милздарь, я ее сейчас приведу. Ой, какой котик. Ну, я, честно, больше собак люблю. Вот котики были у меня, но какой-то особой привязанности к этим животным нет. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, Кому что нравятся ты жива, и собачки? с тобой все в порядке. О, шаурма Меня зовут четырехлап. Геральт из Ривии. Ну, смотря как У меня всё относишься, да, к замечательно. этим Геральт из животным. Ривии. Так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. Оторвать коту хвосте?
Как жестоко. Как же быть милосердным и всепрощающим. Я вообще прослушал, о чем она говорила. Ну, отец беспокоится о тебе. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. А инквизиция такой бывает? Добрый и всепрощающий? Но если в эту инквизицию вступил какой-нибудь ярый добродетель, бывают же такие люди, которые считают, что в инквизиции только очищают неблаговерных и всех отступников. Ну, не знаю. Тут все в зависимости от временных линий, условий и людей, которые проживают на данной территории. Вы очень важны для него, ты права, он мерзавец. Давить на жалость, говорить как есть. Говорим как есть, мы же правильно, радикальные эти ведьмаки. Ты права. Твой отец дрянной человек. Я рада, что в этом мы согласны. Только зачем ты ему тогда помогаешь? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне все рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Это шантаж. Оу, как некрасиво В любом случае, прозвучало. ты нашел меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Расскажи, как все было, Прежде чем по-твоему. я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Кстати, упоминание про Мое болото. первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью, и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно. Пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Ох, какая сволочь. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Тогда добродетель послужит топливом для очага. Оу, как философски. Добродетель в инквизиции? Да не быть такому. А она должна быть такая. Но ее, к сожалению, такой не сделают. И не сделали. Так, что там? Что стало с твоей матерью? Давайте поинтересуемся. Войцек говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. Да. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула, скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Оу. Я в жизни так не боялась. Довольно-таки сильное существо с Схватило маму и исчезло. голосовыми связками на ультразвуке. Но кони понесли. Теперь Да. я даже не знаю, жива ли она. Давайте еще вот это вот Я спросим. бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Тебе это существо убивать? А я, блин, не сомневался. Вот все на бедного ведьмака скинут. Тогда все и началось. Мы были Вроде одни. простое задание С найти помощью жену с дождя, дочкой. отсюда кровь. Это Мы была там, самая блин, страшная и ночь в моей духа роду Тяжело вам подогнали. обеих И Мама чудовища была в от шоке. земель жизни. спасли. Неслась вздор, мол, всё Точнее, хорошо, это что она не победили. хотела этого ребенка. Победим. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. А у кого еще в округе есть серебряный меч? Ну, я думаю, если раскошелится прекрасная армия и выделит на это свои ресурсы, то будет и у обычных людей.
Но только смогут ли они справиться с чудовищами, это другой разговор. Мы вот каждый второй раз отлетаем с битвами с ними. Что ты собираешься делать? Да. Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто. Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые Ну, друзья. ты сейчас перед фанатиками огня Могущественные стоишь? друзья, и они мне помогут. То есть вот эта девчонка, она вступила в Орден Огня? Или ты имеешь в виду город захвачен этими всеми поклонниками? Были бы они хоть немного полезны. Угу. Ну, чисто людьми манипулируют. И норм им. О каких друзьях ты говоришь? Я не настолько... Новые могущественные друзья, они мне помогут. О каких друзьях ты говоришь? Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Да, Через вот церковь она и Вечного призналась. Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате? Ты увлеклась вечным огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет тебя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. Да, все, поехала кукуха, бедняга. А что будет с Нашла твоим свою отцом? новую цель в Он меня служении не ордену. интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовищ. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Да. Справедливые и отважные сажают колдунов и чародеек на кол, сжигают людей заживо и убивают неверных королю. Так, обычная инквизиция, они так и делают. Не в обиду нашему инквизитору. У нас он очень добрый, справедливый. Да. Кто ты? Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Градо, охотник за чародейками, на службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и Церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Что ты там говорил про добрую инквизицию? Ну, надо с чего-то начинать, понимаешь? Вот ты будешь первым, так сказать, примером для остальных. Ты будешь добрейшим инквизитором в своем, как ты там выражался, ордене. Нас познали узнать, как она, а не тащить ее домой. По факту, да. Но про жену, скорее всего, попросят спасти. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Клара? Отец велел привезти мне куклу? Смешно. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растоптанного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану. А я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи. Котейка. Послужу примером и сожгу другие инквизиции. Ну, если они злые, то да. Котейка. А можно сжечь котейку? А котейку сжечь нельзя. Таинственное письмо. Давайте, значит, прочитаем. Тут еще немножечко полутаемся это все. И будем заканчивать. Все готово, ждем только тебя. Когда мы рассказали командиру о твоем усердии и рвении,
Он без колебаний согласился принять тебя в наши ряды. Вначале ты пройдешь предварительное обучение, но ты уже умеешь ездить верхом и владеешь мечом. Поэтому основные навыки у тебя есть. А все прочее не займет много времени. Как только ты наденешь наш мундир, мы отправимся на поиски твоей матери. Мы ее найдем, обещаю. Даже если придется перерыть весь Вэлен. Да, хорошо, кстати, пишут. Но будет ли она жива в тому времени, как она пройдет все это обучение, это уже другой вопрос. Земли севера Вэлен. Тут, в принципе, о всей этой территории рассказывается, что тут находится, да. Через Вэлен проходит торговый путь в Новиград. Из Цедариса, Вергена, Бругге, Центри и других расположенных к югу королевств. Основные ремесла, которые делают, да, вот эти все ребятки. Сделай сам. О, кстати, мы покупали эту книгу, да. А нафига купили, непонятно. И читали тоже. Котейка. Закрыто. Наверх пройдем. Как он в раскорячку-то поднимается. Бутылочка водички, половник. Сейчас самое полезное. Вареник. Еще половник. Еще книжечка. А ты не против, да, чел? Я тут чуть-чуть полутаюсь, чуть-чуть совсем. Коровье молочко. Так. Туссент, герцогство из мира сказок и чудес. Не помню, читали или нет. Да, читали, это было. Ну, если кто хочет опять прочитать на записи, то welcome. Там, в принципе, просто на паузу поставить. И прочитать можно. Жемчужина севера, Новиград. Тоже читали вроде. Да, вроде что-то было такое. Меч колдуний. И это было, кстати, да. Ладно, погнали тогда. Что? Погнали куда-нибудь на красивое место, выйдем тогда и будем заканчивать. Пойдем бить чудовищ! Инквизиторы, блин. И всякие служители света и его поклонники. А мы можем подняться на этот корабль, не? А, нет, нельзя, наверное. Куда летишь? Сейчас еще поищем немножечко удачного кадра. Держись от меня подальше. Все, мы капитан корабля. Швартовать всех наверх. Мы идем на землю. Да. А на сегодня все, дорогие друзья. Думаю, будем заканчивать. Немножечко продвинулись мы по сюжету. Да. Повыполняли дополнительных заданий. Нашли там логово, зачистили его. Да. Так сказать, желаю всем хорошего времени суток. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Завтра у нас будет выпущено видео. Видеообзорчик такой. Тоже где-нибудь часиков, ну не знаю, утром. Все утром зальем, да. Смотрите, пишите, как она. А на сегодня все. Всем пока.